Дело звонить для телефона, телеграфа, сообщения, свежей информации о противнике. И напоследок, под современным Краматорском располагается, это и есть бруствер, закрывающий грудь стреляющих. Вот именно здесь должны были находиться солдаты. Сейчас мы идем под дном рва, под нижней точкой, для стрельбы по этому рву картечью. Все, что здесь сохранилось, возможно, то есть где-то здесь все еще есть маленькое сокровище, где именно, пока никто не знает. Всем привет! Сегодня мы находимся на 7-м форте. Форт уникален тем, что он музифицирован. Просто так вовнутрь не попадешь. Мы сегодня на индивидуальной экскурсии. Нам все расскажут, покажут от музея-заповедника Владивостокская крепость. Попадем внутрь, посмотрим подземные казармы. Тут есть крупная. Форт прошел реставрацию небольшую. До 40-х годов здесь были службы НКВД. В 60-х годах здесь были военные склады. В 90-х годах склады закрыли, боезапас вывезли, и форт был заброшен, захламлен, разграблен вандалами, скорее всего, как в принципе все форты. Вот. И в последние годы его восстановили, реставрировали и проводят экскурсии. Всем приятного просмотра. Поехали! По приказу коменданта крепости Ирмана должны были форты именоваться в честь правящих или правивших людей из династии Романовых. К примеру, форт номер 1 царя Михаила Федоровича Романова, как, наверное, вы знаете, первого из Романовых. Форт номер 2, так он большой, мощный, это форт, названный в честь Петра Великого, Петра I. Форт 3 Екатерины и так далее. Форт 6, форт Николая II, не помню полностью все его название проектное. Форт номер 7, форт наследника царевича Алексея Николаевича. То есть он должен был так именоваться. Однако из-за смены военных министров руководства здесь же в крепости данный проект утвержден не был. Поэтому наименование официально данных фортов форт пробел, номер пробел цифра. Все. Все остальные наименования, такие очень большие, даже там вот написано длинные, все они неофициальные, проектные, которые, увы, данным фортам не были даны. Крепость – это комплекс сооружений, который был построен, опять-таки, на полуострове Муравьева-Амурского, в нашем варианте, если мы говорим про Владивосток, и кроме этого еще и на Русском острове. Вся эта система сооружений, соединенных друг с другом, строилась, начиная еще со второй половины XIX века, и строилась вплоть до начала революции 17 года, до Октябрьской революции. Стройка была полностью уже в это время остановлена, и после этого она уже не возобновлялась. За все это время стройки было условно построено 3 линии обороны. Самая первая из них, примерно в этом маленьком радиусе, была выстроена в 1860-е, 70-е годы, позапрошлого еще 19 века, и 80-е. Сделали здесь русские военные все просто из дерева и земли. Самая главная задача крепости – это не дать противнику пройти ни с моря, белым тут цветом отмечено, ни с суши, ни отсюда, с севера, ни с юга на Русском острове, не подойти вот сюда, к бухте Золотой Рог, где располагается флот торговый и военный. С целью именно того, чтобы данная бухта имела оборону, здесь была выстроена первая, условно даже называем, линия обороны из дерева и земли. К сожалению, сейчас от нее очень мало что осталось, практически все эти сооружения не были разобраны или уничтожены. Вторая линия обороны выстраивалась до русско-японской войны на замену первой, она уже была сделана из бетона. Эта линия, выстроенная по проекту 1899 года, так ее называют объектами 1899 года. Объекты, построенные на расстоянии примерно в 5-7 от города километров. Это череда опорных пунктов располагается у нас здесь, вот в этом месте. 3 форта на полуострове. Это форт Муравьева-Амурского или Муравьев-Амурский, форт Суворова около современного Зеленого угла и форт Линевича в районе современной Тихой. В продолжении данных сооружений еще были построены 2 форта на Русском острове. Это форт Поспелого и форт Русских на одноименной горе, на одноименном же острове. Кроме этого, места между фортами, допустим, вот есть форт Муравьева-Амурского и форт Суворова. Представим, что это 2 большие утки. Просто так подумайте, ради, просто скажем так, шутки маленькой. Форт 1 и форт 2 – это 2 большие утки. Находится между ними промежуток.
То есть нужно было данное расстояние чем-то прикрыть. Если там имеется какая-то возвышенность, построить на ней еще одно сооружение. Поэтому лагуны, то есть пустующие места между фортами, застроили у нас батареями, опорными пунктами, в том числе еще и временными укреплениями. По сути, это очень маленькие форты, иногда их еще называют полудолговременными фортами. Они очень маленькие по своему размеру, у них не очень много ходов сообщения под землей. И кроме этого у них маленькие довольно-таки казематы. Там невозможно укрыть весь состав личный этого сооружения. Легкий пример — форт Поспелого. До 3-го года прошлого века это было временное, точнее форт именовался как временное укрепление номер 4. То есть потом уже позже его переименовали в полноценный форт. То есть 5 фортов всего до русско-японской войны в городе было построено. Они уже были сделаны из бетона. Подобные им, не похожие, но подобные, были построены в Порт-Артуре. В ходе русско-японской войны российские военные получили очень много опыта в этой войне, увидели, что форты в Порт-Артуре имели очень много разных минусов, которые здесь же нужно было в будущем ликвидировать. И в дополнение к уже имеющейся, но однако устаревшей второй линии была выстроена 3-я по счету и уже последняя. Называют данные сооружения, построенные в этой линии, прошу прощения, проекта 1910 года постройки. Это номерные форты 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, которые расположились у нас здесь на полуострове. Опять-таки занимают они высоты, чтобы с них хорошо все было видно. У нас других, в общем-то, хороших мест, где можно было их построить, просто нет. Рельеф диктует здесь свои именно нюансы, которые нужно учитывать при строительстве. Здесь типовые вариации фортов неприменимы. Если мы их применяем, придется части город сыпать, что проект удорожает, что приводит, точнее, к его удорожанию, к усложнению работ, и срок после этого удлиняется, что, естественно, не есть хороший показатель. Поэтому все новые объекты, новые сооружения, крепости, форты противопехотные, они были построены по индивидуальным проектам. Даже здесь на этом плане хорошо видно, что все эти большие фигуры, они друг от друга по своей форме отличаются. Форт номер 1, он похож на ромбик с пристроенным к нему редутом в виде такого, скажем так, многогранника. Форт номер 7 от него, в общем-то, очень сильно отличается, если что. Все эти сооружения, опять-таки, именно имеют такое наименование. Форт с 1 по 7 располагается именно здесь, на полуострове. На русском острове, в дополнение ко всей этой нумерации, были построены сооружения под номерами 9, 10, 11 и 12. Должны еще были по этому проекту 2010 года построить еще 2 форта, прошу прощения, 8 и 13, однако подумали, что находятся они в тыльной части русского острова, поэтому пока строить их не нужно. В будущем это время пока не наступило, посему их не построили вообще, по ним, если не ошибаюсь, даже нет документации, то есть работ по ним вообще не велось. Однако на проекте были найдены для них места, где лучше, в общем-то, их поставить, на каких именно высотах. Если не ошибаюсь, то примерно вот в этом месте, на полуострове Саперной, части русского острова, вот в этом месте, и на горе Трехгорбой, вот здесь. Всего в крепости было построено фортов 16, все они именно противопехотные, выполняют свои функции, находятся на возвышении, то есть заранее все высоты около Владивостока русскими военными были заняты, чтобы противник с них наблюдения за городом не вел. Кроме этого, форты могут обороняться, вот, допустим, форт номер 4, для него линия форта находится именно вот в этом месте. Он может стрелять именно сюда, по флангам, налево и направо. Если нужно будет, то еще и в тыл. Обычно форты делались открытыми с тыла, чтобы могли полевые войска помогать противнику не пройти данный форт в кольцо окружения и не вогнать. Тем не менее, форт – это долговременное укрепленное сооружение, фортификационное, где был свой гарнизон, то есть какое-то количество людей, где располагались у нас запасы продовольствия, питания, боепитания и, кроме этого, еще и вооружение. То есть он автономен. Даже захватив его в кольцо, трудно будет, в общем-то, им овладеть. Внутри располагаются линии обороны, на случай, если здесь будет идти подземная война, и, кроме этого, еще и на земле, как, в общем-то, понятно. Форт номер 7 располагается вот в этом месте, около современной остановки, вот в этом месте Академическая, здесь Заря. То есть по нему можно дойти по 2 дорогам к этому сооружению. В тылу этого форта, чуть дальше, снова же примерно около Зари, располагаются, если не ошибаюсь, 4 больших длинных дома кирпичных, это бывшие для проживания здешнего же гарнизона казармы, где должны были находиться военные, служившие на этом форту.
То есть они могли именно оттуда прийти сюда и занять, в общем-то, свое боевое место именно здесь же, на этом сооружении. Данный форт, по оценкам военных, должен был быть рассчитан на 376 человек состава личного. То есть они же здесь могли проживать внутри этого форта только в военное время. В мирные живут за пределами форта, здесь только для ведения боевых действий проживают они на этом форту. Он должен был охраняться в мирное время специальными командами дежурных, которые должны были за ним постоянно следить. Если приближается противник, они об этом сообщают, и форт быстро занимается остальными военными. То есть сегодня мы только данные форты осматриваем. Самое главное, что крепость — это не только береговые батареи, которые располагаются у нас по береговой линии, допустим, и полуострова, и русского острова вообще. То есть все эти береговые линии находятся полностью все в номерах. Корабли подойти к этим батареям близко не могли. Линия сухопутная тоже имеет укрепление. Крепость — это не только данные сооружения, кроме этого это еще и дороги. Шоссейные, грунтовые, железнодорожные. Мы можем также учитывать еще для постройки данных фортов. Были построены еще и дороги навесные, то есть канатные, чтобы по ним можно было грузы очень просто таскать на все эти высоты, чтобы дороги в грязь не месить. Это казармы, специальные места для обучения личного состава, всевозможные земли, где должны были данные учения проходить, стрельбища учебные. То есть это только лишь малая часть. Хранилища, склады для хранения там оружия, продовольствия, личных вещей, собственно, самого транспорта, в том числе и гужевого, то есть для лошадей, к примеру, чтобы можно было парки орудий запрягать или на них, в общем-то, куда угодно все таскать. И даже пока что я еще не говорил про порт, который располагается здесь, а там находится военный флот. То есть все это было поистине очень большим организмом. Сегодня мы только, наверное, 1% от этой крепости, даже, наверное, не он целый, а там где-то, чуть меньше процента сегодня мы осмотрим. То есть крепость раньше была очень большой, и если говорить про все эти сооружения, по сути сейчас это очень большой музей с город размером. То есть все эти сооружения, увы, обойти даже трудно и за один день, даже, наверное, думаю, что за неделю. Это у нас каземат, называется все это вместе казематом. Многие называют бункером, но по терминологии тех лет это именно у нас каземат. Схематичное изображение данного форта, учитывая его наземное, кроме этого еще и подземное сооружение. Большой ров опоясывает данный форт с линии фронта. Это тут большой ров, противопехотный, он сухой, водой он не заполняется, однако многие думают наоборот. Он сухой. Сделан он был из 3 элементов. Это одна стенка, противоположная стенка и внизу находится дно. Сегодня, думаю, в этот ров успеем выйти. В уголке рва, где он пересекается, находится Г-образный каземат, кофр, чтобы из него можно было вести огонь и направо, и налево, то есть по тем, кто спускается в ров, чтобы можно было вести огонь. С линии фронта он не виден, потому что он находится во внешней стенке рва, вмурованном в землю. То есть его невозможно там очень быстро обнаружить. Если к нему будет копаться противник под землей, у него имеется система контрминных галерей. Это вот такие отходящие подземные проходы, чтобы из них, заранее сделанных, можно было копать одноразовые проходы к противнику и после этого заниматься их подрывом, чтобы к кофру не подкопались. Все сооружения форта соединяются под землей паттернами. Паттерна — это подземный проход сообщения, далее мы по одной такой будем проходить. От кофра можно пойти по паттерне вверх до вот такой гнутой дугообразной огневой позиции. По сути, она представляет из себя очень большой бетонный бруствер, то есть специальный забор, за которым нужно было укрываться и пехоте, и артиллерии, где можно было из-за него вести огонь более-менее безопасно по противнику, который поднимается на эту гору. С огневой позиции можно уйти в подземелье данного форта еще глубже. Здесь самая большая точка, которая находится на максимальной глубине под землей, это 24 метра. Располагается вот такая вот большая длинная казарма. Находится на прям скале, дальше мы тоже ее увидим. Центральная часть форта. Из нее куда угодно можно уйти и в тыл данного форта, на линию фронта. Кроме этого еще и подняться вот по этой шахте здесь, на вершину данной горы. Чтобы, если что, можно было на ней же вести за полем боя непрерывное наблюдение через специальный бронированный пост наблюдения, или же там при желании, если противник форт захватит, оборонять последнюю линию, занять последнюю линию обороны в виде вот такой цифры 8 наверху. Называется она редюитом, последняя линия обороны. Траншея в форме цифры 8, опоясывающая верхушку данной горы.
Из недр данного подземелья, условно так называю его, можно уйти или в тыльный выход сюда, чтобы можно было людей, допустим, раненых отсюда увозить, новых сюда же увозить. А с другой стороны располагается еще один тыльный выход, однако только это одна из функций данного каземата. Вот называется здесь все вместе взятое блоком силовой станции кухни. То есть здесь должна была находиться кухня-пекарня. За стенкой располагается силовая станция и отхожее место для выполнения личных нужд здесь же гарнизона. То есть это такой многофункциональный тыльный выход, который кроме этого еще и имеет функцию пекарни и силовой станции. Здесь вырабатывалось ранее электричество. Если что-то на этом плане было непонятно, кроме этого еще имеются вот такие платы именно здесь, вот на этой папке. Здесь хорошо видно форт целиком, включая опорный пункт литера Z, который находится около него на маленькой вершине. Здесь только сам форт номер 7. Все его основные подземные части, включая еще и ров под буквой М, под данной литерой, кофр в этом рву и контрмины вот здесь, которые на улицу не выходят. Они снова же заканчиваются под землей. То есть это краткий анализ того, что сегодня мы с вами увидим. С тыла данный форт должен был опоясываться и по флангам линиями колючей проволоки, чтобы противник данный форт опять-таки быстро не взял. Нужно было полностью его таким образом закрывать. Единственное, чем можно было пользоваться, чтобы выйти с форта, это дорогами сообщения. Называются такие дороги рокадой. Дорога, соединяющая все сооружения в тыльной части, чтобы можно было по ней же вести сюда безопасно и продовольственный запас, новых людей, новые группы и так далее. То есть она находится в специальной низине, с линии фронта она практически не простреливается. С разрез данного блока силовой станции кухни, где хорошо видно его слоистую конструкцию, чтобы можно было понять, что он тоже имеет очень хорошую защиту от боеприпасов. Если к этому месту будет по оценкам если к этому месту могла быть противником подтянута артиллерия осадная очень большого калибра, здесь же была очень для этого хорошая защита в плане. Потолок находится, который над нами толщиной в 5 метров. Сейчас мы видим перед собой арку, удерживающую над собой большой вес. Она была сделана из железобетона. Над ней располагается у нас, скорее всего, прослойка из песка толщиной где-то около 2 метров. Все остальное это тюфяк, который находится вверху из бетона. Стены одинаковые, что вот в этом месте по толщине, что здесь. Однако большинство сооружений, построенных именно в первой половине прошлого века, даже не в первой половине, а в первой четверти прошлого века, они были построены именно из бетона трамбованного, то есть внутри него нет арматуры вообще. Стены просто заливаются, имеется в виду, заливается бетон в специальную форму, вообще как строится данный каземат, заливается в деревянную форму опалубку бетон, застывает, снимает форму. Все это в итоге и получается. Затем бетонные стены оштукатуривают. Только в некоторых местах хорошо видна, вот, допустим, здесь над вами видна арматура наверху от вас. Это арматура, то есть армирование нижнего слоя этого самого бетона. Здесь располагается силовая станция для вырабатывания электроэнергии, патерна, идущая вниз, спускающаяся вниз. Здесь располагается у нас вон там за дверью для технической воды резервуар. Единственная в этом месте уязвимая часть данного сооружения – это большие окна, которые находятся с левой стороны от вас. Если ставни, сделанные из броневой стали, там находятся на улице уже новые, срывать ударной волной, для защиты данных выемок, тут они используются для экономии освещения, тоже светло, даже без использования ламп днем. У нас имеются очень большие толстые подоконники, толщиной одинаковые с самой стеной. На них можно вложить сколько угодно мешков с песком, чтобы данный проем можно было закрыть полностью. И для удержания всей этой массы, кроме этого, еще используются вот такие вот черные вставки здесь, по бокам данных оконных проемов, чтобы в них можно было вложить мешки с песком, прошу прощения, чтобы в них можно было уложить рельсы и деревянные балки, как здесь, нужного размера. Похожий прием также используется, к примеру, в крепости Брест. Строили данный объект, как в принципе и все сооружения 2010 года, с 10 по 17 годы. Использовалась для стройки здесь русская наемная рабочая сила, то есть никаких заключенных, пленных. Это именно был качественный труд рабочих, которые к нам сюда приехали за
жалование за деньги здесь будут работать со всех губерний империи. Строили данный форт вот данные люди, которые здесь вы видите на портретах. Стройку начал военный инженер Вячеслав Сергеевич Торопов. Находится он между окон. Это его портрет. В честь него и называется данная гора или сопка. Горой Торопова. Строил он данный форт с 10 по 13 годы. После этого здесь же в городе он был на другую должность назначен. Затем стройку продолжил военный инженер Евгений Яковлев на камине со своей женой. До этого в городе он руководил и заведовал обслуживанием сети канатных дорог. Строил данный форт до отбытия на фронт в 2014 году. Затем работу принимает военный инженер Петр Заглядимов, находится с правой стороны от дверного проема, и достраивает данный форт до 2015 года включительно. Затем работы после его отбытия на другое место службы заканчивает военный инженер Швалковский, который располагается у нас за спиной с левой стороны от проема. Строил он данный форт в 16 и уже году в 17, то есть при нем данный форт по факту был закончен постройкой. Форт номер 7 один из самых комплектных фортов крепости, то есть один из немногих, который был достроен. Камин, данная печка, они уже новые, на месте них должна была быть или одна очень большая печь, как видно на одном из планов данного форта, или может какие-нибудь другие, пока мы точно не знаем. На плане именно архивном есть только одна большая печь около данной стены. Должна еще была быть в этом месте, однако затем здесь именно спроектировали проход, от этой печки на проекте отказались. То есть здесь должно было быть что-то. Дымоходы имеются в стенах, они рабочие, то есть камин топить можно. Вверху находится труба, которая должна была отводить весь газ, весь дым на улицу. Если защитникам данного форта нужно было иметь доступ к воде, она имеется именно здесь, в этом месте. Находится вверху для хранения продовольственного запаса специальное место вверху. Над ним располагается здесь, опять-таки, для технической воды резервуар, именно технической. Здесь по разным оценкам должна была быть в том числе и скважина, однако пока мы здесь ее вообще не нашли. Однако имеется вот такой для технической воды резервуар, в котором как раз этой скважины не сильно-то и видно. Глубина его примерно может быть 3-4 метра. Внизу хорошо видно вон там землю. То есть раньше, как я понимаю, в советское время он был засыпан. Выемки по бокам, справа и слева в стенах, скорее всего, для крепления деревянного пола. То есть должны были быть балки, от них здесь должны были идти доски, чтобы на них можно спокойно было передвигаться. Из этой большой выемки необходимо было брать воду, чтобы можно было ей мыть полы, чтобы можно было эту воду использовать для тушения огня, к примеру, или для чего-нибудь еще. Постепенно данный резервуар пополняется свежей водой. Если у нас тает снег очень сильно, то вода, которая постепенно скапливается под фундаментом, за стенами, справа, слева от нас, она стекает именно вот сюда. Если снег подтаял и прошел дождь, на крыше имеется лужа, по трубе стекает снова же вода снова же сюда, в этом месте. То есть данный резервуар только действует на данный блок силовой станции кухни, не на весь форт. В других частях форта имеются свои дренажные устройства, отводящие именно воду в специальные места, чтобы там вода могла аккумулироваться и после этого уходить. Здесь никогда не бывает воды выше нужного уровня, постепенно она уходит ниже в грунт. То есть здесь ни разу пока что еще не было того, чтобы вода выходила за пределы вот именно данного помещения. Пока ни разу такого не было. Проходите. Сейчас находится у вас под ногами современная бетонная стяжка, то есть такой современный пол, который здесь был залит за место утраченного. Это различные образцы данной напольной плитки именно с этого форта. Вот такие побольше фрагменты. Это у нас ступени с разных лестниц. Здесь должен быть, как я понимаю, уголок, чтобы можно было этот угол от скола защитить. Потом такие же мы потом готовые, чуть дальше увидим. В этом находится у нас месте плитка с пола. Почему она была именно сделана в таком виде рельефа? То есть она вся рельефная. Почему именно так было сделано? Для того, чтобы, во-первых, это было
функционально, чтобы сапог солдатский, допустим, во влаге по этому полу не скользил. Во-вторых, чтобы это было красиво. То есть сооружение построено и качественно, и красиво. Даже простой человек, необразованный, понимает это со временем и понимает в своей голове следующий факт. Он его осознает, что данный форт никогда русскими войсками не будет оставлен. Это в том числе играет еще и на здешней морали защитника. Если необходимо было бы вести бои прямо здесь, в этом форту, у нас имеются вот такие маленькие выемки здесь, чтобы также в них можно было укладывать бруски, делать здесь баррикады и за них куда угодно стрелять, допустим, вот туда, в то место, чтобы противник так быстро данные сооружения у нас не захватил. Пару слов про силовую станцию. Здесь у нас пока складируется часть мусора, который отсюда пока мы не вывезли. Поэтому прошу вас идти аккуратно. Здесь, вот вверху, находится, скорее всего, выход от двух генераторов, который должен был идти именно на улицу. Некие из элементов вот здесь для крепления проводки, возможно. И два постамента, один здесь, прям под моими ногами, другой вон там, для двух генераторов. Здесь должны были стоять двигатели Арсус польские, вырабатывающие нужную энергию, работали они раньше от керосина. Здесь находится вот под этим полом, под этой грязью, вон там внизу, некое большое отверстие от данного уровня и вот до той стены. Вот там даже хорошо видно сзади данное отверстие. Для чего именно оно пока было сделано, пока не знаем. То есть пока еще нужно будет чуть дальше узнать. А для питания данных двигателей топливом, вверху, скорее всего, находится у нас постамент для бака с жидкостью, чтобы могло топливо поступать самотеком именно вниз. Также обращаю ваше внимание на вот такие вот маленькие вот выемки прямоугольные здесь, здесь и здесь, снизу данной плиты. То есть все было сделано в том числе, чтобы было красиво, если это, в общем-то, здесь применимо. Можно скажу, ее истинное предназначение находится некоторые из элементов крепления водоотбойного козырька. Вот на улице, думаю, вы это видели, такой черный металлический козырек, который находится около крыши. Здесь от него оригинальные элементы, это кронштейны, должны они были крепиться к стене. На улице к ним крепятся вот именно фрагменты этого козырька, чтобы влага стекала не по стене, а через данный карниз, грубо говоря, вниз. Влага капала, стенку не мочила, чтобы не отвалилась вниз штукатурка. Вот именно два элемента. Эта лампа уже современная, здесь осталась у предыдущего арендатора. Уже хорошо видим именно спуск паттерна блока силовой станции. Сбоку от нас имеются лотки, здесь около моей ноги первый, второй находится вот сзади вас, для дренажа воды. Также имеются выемки по бокам для баррикад, хорошо их видно справа-слева от вас, прямо около вас. И кроме этого, в месте, где стена перетекает постепенно в пол, вот именно здесь, я знаю, есть не сильно видный, однако маленький плинтус бетонный. Тоже был здесь сделан с целью декора. Ниши подобного плана, как здесь, они были сделаны для освещения. То есть заранее, до боя, здесь должны были стоять керосиновые лампы. Это не она, но тем не менее. Если можно сейчас свет убрать, вот так. Здесь должна была быть лампа. Если не было бы от силовой станции по какой-то причине освещения, лампа, стоящая в этом месте, освещает здесь большую часть этого помещения. То есть здесь будет светло. Ниша была сделана, чтобы лампа стояла в месте, которое невозможно будет или трудно будет задеть рукой внезапно при беготне именно здесь же. И кроме этого способ были сделаны для рассеивания света. То есть это очень функциональная форма. Потом такие же, если не ошибаюсь, ниши хорошо читаются уже в советских линиях укреплений. Напольное покрытие, заметьте его форму, да, просто, но с другой стороны работает. И уголки, которые все еще по прошествии 105 лет после стройки данного форта на себе сохранили именно уголки из металла. Все настоящее. Стык в этом месте, сегодня мы, думаю, что часто будем их встречать, вот здесь обозначает конец каземата наземного, который находится на земле, блока силовой станции кухни, и переходит в паттерну, идущую уже под землей. Для проводки освещения, для проводов, чтобы можно было по ним, понятное дело, звонить, для телефона, телеграфа, вверху вот имеется такая ж труба, чтобы по ним могли идти все кабели освещения, чтобы могли идти все кабели проводки,
они в этом месте не мешали. Доходим до вот такого перекрестка. С одной стороны, вон там за мной находится поворот налево, там находится уже туннель для проживания состава личного казарма. Туда пока мы не пойдем, мы пойдем дальше туда направо. Но чтобы было понятно, центральная подземная часть за моей спиной обороняется вот такими линиями обороны. Их называют еще траверсами иногда. В них имеются обычно по 3 бойницы. Для личного оружия используются именно вот такие маленькие окна бойницы, а для стрельбы из пушек уже и пулеметов уже называется отверстия амбразурами. То есть в чем именно их замысел? Здесь у нас должны были стоять вот в этом месте, условно, 3 солдат и вести огонь вот туда в паттерну. Заметьте, длинная паттерна в этом месте стрелками полностью контролируется. Пройти через них очень трудно. Со стороны нас, с тыльной части, здесь окна похожи на обычные окошки. С другой стороны, эти же бойницы. Обходим стеночку. Они уже внезапно становятся узкими. То есть здесь попасть в стрелков трудно. Поэтому вот они такие здесь же узкие. Чтобы можно куда угодно было навести винтовку длинную, они расширяются именно за самой стеной. Снова же выемки для баррикад и вот такая вот выемка для воды. Это уже люк современный, тут раньше должна была быть плитка, она здесь же снова не сохранилась. То есть вот раньше должны были вот в этом месте идти лотки для дренажа. Поэтому если здесь их нет, значит здесь была плитка, ее потом убрали. В этом месте вот такой лючок есть. У него находится маленький колодец, где у нас должна была быть вода. Вот там чуть мокро, чистенько так внизу. Раньше на этом месте должна была быть вода. То есть здесь потом ее, когда будет теплее, будет больше. Пока холодно, поэтому она ушла в грунт полностью. Через вот такие большие трубы, идущие прямо у вас под ногами, должна такая одна идти в центре, в нее, скорее всего, должны входить маленькие трубки из-за стен, из-за стен идти под полом в большую такую трубу. И вот именно через них, вон там находится одна, туда я указывал, подо мной вторая, и вон там третья с этой стороны. Через них стекает вода именно в это место. Если нужно будет попить, здесь же можно будет ее попить. Только до этого она здесь не чищенная, поэтому только нужно будет ее кипятить. Если необходимо взорвать данный люк, к примеру, там находится противник, этой линии он тоже не хватает, закладывается взрывчатка и подрывается здесь все. Стены обваливаются, пройти дальше невозможно. Какое-то время защитники здесь же и выигрывают. То есть это одновременно и дренаж, и люк-ловушка. Данный подъем, данные ступени, не столько ступени, сколько основания данного каземата, как здесь все строится. Рабочие копают котлован. На дне этого котлована делают основание, фундамент. Это такая очень большая, толстая подушка, сделанная из каменных блоков и бетона, чтобы все вместе можно было скрепить. И уже на этом основании у нас отливается бетонная форма для будущего каземата. То есть заливается в опалубку бетон, пока он не застыл, его протыкают большими штырями, трамбуют, чтобы не было пузырей. После этого эти штыри изымают, и у нас выходит данный бетон, чтобы он был плотным, чтобы он у нас выдерживал очень большие здесь же нагрузки и обстрелы. Затем его штукатуривают, что мы хорошо в этом месте видим. Здесь ранее должна была быть напольная плитка, покрытие, его советские военные сняли и обнажили, скорее всего, в этом месте вот данные фрагменты основания, которые в том числе еще и выполняют функцию подъема наверх. Это у нас уже часть подбрустверной галереи, то есть там находится бруствер над нами, мы находимся под ним в подбрустверной галерее. Это длинный многофункциональный проход, идущий под огневой позицией, чтобы внутри него можно было бегать для противника незаметно. И кроме этого здесь же безопасно, поэтому здесь же можно было, поэтому здесь же данный проход выполняет функцию убежища очень длинного. Здесь можно было выйти пехотинцам на огневую позицию, только не в случае нашей, но потом в другом месте чуть дальше выйдем.
И кроме этого, замечу, что абсолютно все отхожие места находятся именно около выходов. Поэтому здесь у нас имеется вот такой люк, прямо в полу, прикрытый данным листом из жести. За дверью располагается у нас правофланговое и правофланговое убежище для артиллерии выкатной. Потом в такой же, но центральный, мы чуть дальше с вами подойдем. Находится в этом месте перед вами спуск в пороховой погреб. То есть под каждым убежищем располагается у нас для хранения боезапаса специальное место для зарядов и снарядов. В каждом из них могло храниться 1500 выстрелов для пушек. В каждом убежище должны были храниться 2 пушки, и под ними располагается боезапас. Кроме того, наверху, вот здесь, мы хорошо видим, что потолок бетонный сменяется на потолок из металла. Это у нас сохранившиеся элементы этих конструкций. Называется вот это все вместе взятое. Вон там над ней есть такая еле видная черная прослойка, и вот ниже лист металла, даже не лист, а элемент очень большой гнутый, двутаровая балка. Называется все это вместе взятое противооткольной одеждой. В нее одевается верхний слой свода. Для чего? По названию ясно, что чтобы откола здесь не было. Снова же, если по данному бетону по улице будут вести огонь массированный из артиллерии осадной, если боеприпас ударит в крышу этого сооружения, этого каземата, то, скорее всего, ударная волна, которая пройдет сквозь данный бетон снизу, допустим, вот в этом месте, произойдет скол нижней части этого бетона. Чтобы не было этого откола, который мог улететь в людей, здесь сидящих, чтобы здесь не было запаления данного пространства, чтобы здесь хорошо все было видно, чтобы это не привело к поломке аппаратуры, проводки или каких-то других дорогих элементов оборудования. И была сделана вот данная противооткольная одежда. Это наиболее дешевый вариант, как можно укрепить данный потолок, и он же, самое главное, рабочий, чтобы не заливать еще очень большую площадь бетона тюфяка на улице. То есть это экономия средств. В чем, в общем-то, здесь задумка? Черная прослойка вон там, между бетоном и металлом, это асфальтобетон или просто асфальт. Он в себя впитывает влагу, кроме этого еще и является амортизатором. Сталь на себя принимает уже всю остальную нагрузку. Для помещения здесь, в данный свод, именно данного усиления, данной одежды, заметьте, здесь рабочие специально отбойными молотками скалывали данные фрагменты свода. Еще вот в этом хорошем месте видно оригинальную настоящую штукатурку. Здесь ее нет, и только в этом месте она снова появляется. То есть часть прохода просто в этом месте скололи. То кроме этого хорошо видно вот здесь, вот в этом месте. Кроме этого хорошо заметно арматуру, армирование нижнего слоя. Если мы идем по паттерне, идущей под скалой, на глубине более чем, возможно, в 5-8 метров, там не требуется противооткольная одежда. Здесь нас от улицы разделяет примерно 3,5 метра бетона трамбованного, поэтому здесь толщина не очень большая, поэтому здесь нужно было такое именно поставить. В этом месте находится отхожее место, от него именно яму выгребную мы до этого за стеной вон там видели. 3 места для посадки, и самое главное, здесь располагается свод в этом месте, дымоход от печи. То есть в этом же месте можно было греться внезапно. Отопление только печное. Нужно было топить данный форт и денно, и ночно, и летом, и зимой. Даже если не ошибаюсь, то летом сильнее, здесь не должна была быть вообще влага. Выемка в таких местах, то есть сбоку от нас, такие часто будут у нас видны по нашему маршруту, это выемка для хранения части боезапаса. Для патронов, для гранат, то есть для пехотинцев. Здесь же они могли укрываться. Сохранившаяся часть напольного покрытия, как она и должна была быть. Примерно вот так. Обращу ваше внимание на толщину. Хорошо ее заметно. С правой стороны от вас находится у нас вот такая выемка, похожая на колодец. Для чего она была сделана? Это выемка под броневой пост наблюдения. Броневой пост – это бронекупол, если сильно упростить. Из-под него, из-под брони толщиной в 20-30 сантиметров, необходимо было за полем боя вести непрерывное наблюдение. Вот такие примерно тут должны были быть бронепосты.
чтобы через, скорее всего, такие вот элементы можно было за полем боя вести наблюдение. То есть под ним сидит человек, 2 человека, 3 человека, в зависимости от его размера, находится не на специальном фальш-полу в этом месте, он должен был там же крепиться, допустим, здесь. И можно было за полем боя вести наблюдение, то есть не нужно было из него никуда уходить. Там было бы безопасно. Находится человек под защитой и бетона, и кроме этого еще и броневой стали. В сборе именно в этом месте должно все было смотреться примерно вот таким образом, как здесь. Здесь располагается у нас вот тут наша подбрустверная галерея. Здесь для пушек убежище, внизу располагается у нас для боезапаса пороховой погреб и подъем, переход в такое место для бронепоста. Так все у нас смотрится, в общем-то, в сборе. И сам бетонный бруствер. Обычно такие же у нас конструкции можно было возвести на линии фронта вот таким образом. Тут есть некое подобие, только он делается опять-таки из дерева, земли, мешков с песком. Вот именно данная часть, закрывающая грудь стреляющего, бруст, грудь, верхзащита по-немецки, это и есть бруствер. У нас же он был сделан не так, а уже из бетона. Здесь что замечу, стрелок стоит на банкете или стрелковой ступени. Здесь такая же, вот в этом месте, тоже есть. Потом на улице мы это хорошо увидим. Для ликвидации травматизма при эксплуатации данного форта углы скашивали, чтобы здесь не было прямых углов. Поэтому у нас практически нигде нет таких сооружений, нет таких элементов, чтобы невозможно было на них травмироваться нечаянно в какой-то момент здешней обороны или эксплуатации данного сооружения. Для переговора без телефона между огневой позицией наверху и здесь безопасной частью имеются вот такие трубы для переговоров. Потом, где они должны были заканчиваться, мы чуть дальше с вами увидим на улице. Во-первых, для бетона к нам цемент вез из Новороссийска, это Черное море. А сталь, которую мы видим здесь перед собой, это Дружковка. Под современным Краматорском располагается город Дружковка современный, там ранее были еще при имперской власти предприятия, объединение предприятий, занимавшихся именно сталепрокатом, это именно их работа. То есть именно оттуда они ехали именно сюда, к нам, для будущего усиления данной крепости. Похожие у нас были на форт номер 1, там даже у нас были видны клейма, если не, увы, из-за нашей влаги, очень сильно заржавели, поэтому здесь очень мало что видно. Хорошо видно здесь, что один из швеллеров при разборе данного форта на запчасти мародерами, вот его видно, что двигали, поэтому здесь есть зазор между элементами из металла, и хорошо видно именно асфальт наверху. Здесь его уже нет. Если вы прошли и видны вот такие вот маленькие черные вкрапления на потолке, раньше был асфальт, что ничего он пока не весь вниз ввалился. Выемка под печку, такая же вон там заранее, до нас, чуть дальше позади нас, была сделана более-менее комплектная. Это она уже не комплектная, с учетом монтажа в этом месте противооткольной одежды. И труба, которая должна была, заметьте, идти не в металл, а через него вниз и вверх после этого. То есть она должна была огибать данное усиление. И что очень странно, вот здесь по проекту должна была находиться часть для складирования боезапаса. То есть нам уже печка, боезапас. Почему сделали именно так, пока тоже не сильно понятно. Я думаю, что вы уже заметили, что сегодня мы ходим то опять-таки вверх, то вниз, то вправо, то влево. То есть данный форт он не прямой, потому что он опять-таки был построен исходя из очень простой логики. У этой горы есть свой рельеф. Чтобы форта не было видно на расстоянии, он подстраивается под данную гору, и поэтому мы ходим как будто в этой горе. То направо, то налево, то вверх, то вниз. Это все у нас было сделано неспроста. Кроме этого, если форт построен по проекту ни одного типа, его труднее просто противнику брать, он не знает, что в нем находится. Поэтому такой здесь тоже сюрприз был для противника сделан. Здесь даже было трудно, здесь можно было бы очень долго воевать. Типовой вариант
убежище для орудий. Находится вон там, в том месте. Простое место для одного орудия. Здесь для второго. Теперь здесь нужно будет включить маленькое воображение. Постойте здесь. Пару секундочек. Вот так. По своей сути, данное место — это бетонный гараж, сильно упрощаю, который своими выходами именно ориентирован в тыльную часть, то есть не на фронт, а именно в тыльную часть форта, чтобы противник большие стены опять-таки не видел с расстояния. Потому что если большая бетонная стена будет видна с линии фронта, это заметно и кроме этого очень сильно уязвимо. Будет проще вести огонь по этому сооружению, но после этого быстро будет противником уничтожен. А так форт маскируется, его трудно с расстояния вообще увидеть. Так что это убежище, оно именно ориентировано выходом на улицу, на военную улицу в тыльной части огневой позиции. Здесь, в этом месте, должна была быть пушка подобного типа, 76-миллиметровая пушка на колесах. То есть ее могли спокойно выкатывать, эту пушку массой в 1 тонну, 6 человек, при помощи даже, возможно, людей, которые там укрываются, пехотинцев, на свою огневую позицию. Одна находится в этом месте, а другая вон там. То есть в каждом убежище могло находиться по 2 пушки. Здесь же можно было вверху хранить часть боезапаса, именно здесь же находится основная, прямо под нами в убежище, в пороховом, прошу прощения, погребе. И вот я ее как будто поднимаю и выкатываю прямо вот сюда. Пушка должна была выкатываться из убежища, из-за бетонной стены вот в этом месте, подпирающий грунт за собой, на барбет для пушки, чтобы с него можно было стрелять. Мы к нему пройдем не вот так, а наоборот через данную. Данная арка является в том числе еще и убежищем, то есть в ней можно было уберечь часть людей. Здесь же можно было хранить пулеметы на огневой позиции и в том числе еще и пушки создать, если они, в общем-то, смогли бы закатиться. Единственное, что поставить здесь не успели из металла, это перила вот в этом месте. На ранних проектах этого форта они имеются на плане, здесь, увы, даже не были, увы, поставлены. Это и есть огневая позиция, то есть как будто траншея без стенки вот в этом месте, только она находится здесь с этой стороны. Это и есть бруствер, закрывающий грудь стреляющий, то есть нужно было винтовку именно через него переваливать, туда вот вниз вести свой огонь. За выросшим лесом, тут раньше его не было, все выкашивало, чтобы хорошо было видно фронтовую линию. Должен был находиться ров, должен был быть хорошо виден его противоположная часть, которая должна была быть на уровне бруствера, чтобы была линия, чтобы удобнее было отсюда стрелять по насыпи за рвом, чтобы противник был на одной линии с этой линией для ведения огня. Так что это и есть сам бруствер. Для, как это ни странно, возможно, упрощения подъема были сделаны вот такие очень большие ступени, чтобы не нужно было вниз идти по очень маленьким. И индивидуальные ниши для укрытия. Есть большая подбрустверная галерея под этим же бруствером. И кроме этого, если нет сил или нет времени укрыться от огня противника под бетоном, у нас имеются вот такие выемки. Правда, сейчас они у нас практически все находятся или в воде, или в снегу, или уже во льду. На уровне шеи сидящего есть выемка для трубы, для переговоров, чтобы по ней нужно же было какие-то данные передавать именно вниз или же снизу вверх. Для общения человека в этом месте с подбрустверной галереей. Где-то около обрыва, вот здесь, аккуратненько, хорошо видны выемки для перил. То есть здесь я вижу, что их планировали поставить, но не успели. И дальше выемки продолжают идти в бруствере. То есть таких ниш здесь очень-очень много. Заканчивается бруствер, и хорошо видно его наклон. В чем была задумка? Чтобы
чтобы прилетающий в него боеприпас, осколки, пули, мелкие какие-то осколки от боеприпасов от него уже делали рикошет, чтобы от него не отлетали. И вот бетоном залитая часть внизу брустера с линии фронта, сейчас где вы стоите, это усиление. То есть оно должно было усилять, такая доп. Броня, защищающая стенки брустера внизу, которые просто прямые, чтобы их очень быстро не пробил боеприпасы, не выломал себе проход, проем в подбрустерную галерею. У нас имеется в нишах для приговоров трубы, а в уже части, ориентированные на запад, там их уже нет, они там теряются почему-то. И вместо них появляются между нишами выемки для боезапаса, такие похожие на половинку кружка. Хорошо видно петли настоящие, и вот в той стороне хорошо видно именно механизм закрывания двери. Должна была она закрываться с помощью таких больших рукоятей здесь. Нужно было на себя потянуть, здесь должен был выпасть зубец, закрывающий данную дверцу. Здесь один, там второй. Если тут находятся какие-нибудь солдаты, которые не успели убежать туда же ко всем остальным, если у них имеется нужный ключ, хорошо видно выемку квадратную, нужно было вставить, повернуть и пройти в данную дверцу. Из убежища спускаемся в пороховой погреб. Еще одна комплектная часть напольного покрытия. Вот здесь. До этого на правом же фланге хорошо было видно спуск вниз, темный. Вот это похоже на него. Помещение с очень хорошим эхом, очень как будто оно большое, но на деле не так, очень короткое. Здесь именно нужно было хранить боезапас для орудий, которые должны были находиться выше данного погреба. И для стока воды по бокам находятся у нас дренажные канавки. Сейчас мы находимся чуть ниже уровня барбета для пушки, поэтому мы идем вниз. Глубина очень маленькая, поэтому видим здесь противооткольную одежду. Перекресток. С одной стороны патерна ушла в центр данного форта, к его центральной же казарме подземной, туннельной. Здесь находится проход дальше на левый фланг огневой позиции. Просто покажу, почему мы в него не пойдем. По очень простой причине. Здесь нет нормального подъема, нет освещения. К сожалению, здесь советские военные в 20-е годы для ремонта дорог в городе Владивостоке, как это не было бы странно, снимали напольное покрытие, но после этого шло на работы дорожные именно в городе. В 20-е годы, если не ошибаюсь, это 23-й год был, в одной из газет «Красное знамя» писали следующее, что уехала машина из центра города современного, не машина, а две, для тушения пожара на современном Луговой, тогда это был гнилый угол. Уехали, улица Светланская была похожа на очень большую лужу из грязи, и поэтому где-то там на этой улице, в общем-то, они сломались. Поэтому есть повод для съема этой плитки, скажем так. Ну, такое себе, конечно, оправдание, но что сделали, то сделали. И вот, чтобы просто вы понимали, где-то раньше вот в этом месте были нормальные ступени. Их еле-еле видно, потому что вот тут есть маленькие следы. То есть здесь раньше был уровень пола, вот в этом месте, и все это просто ушло. Это основание каземата, фундамент, это уже его бетонные стены. Должны уже были быть выше сами ступени бетонные, но однако они полностью здесь все ушли. Дальше будет практически идентичная часть, которую мы до этого уже обошли. Такие же одно отхожее место, выемки для боезапаса и выходы на брустер для стрелков. В конце линии у нас будет убежище для выкатных орудий. Здесь ситуация однотипная, той, которую мы до этого уже видели. Заметьте, патерна, траверс с бойницами. То есть здесь снова же будет очень трудно пройти каких-то противников. В этом месте есть единственный проход в кофр ведущий.
То есть это у нас патерна, идущая до рва этого форта. Сейчас давайте на нее спустимся. Патерна, которая в длину достигает 76 метров, может быть чуть она длиннее, тем не менее хорошо видно в нее спуск. Еще, по крайней мере, в этом месте у нас имеются нормальные ступени, вот уже там они будут сняты. Поэтому придется идти при освещении, но тоже, тем не менее, крайне аккуратно. Это дренажные, да, вот эти отверстия? Да. Боку имеете в виду? Да. Или это вот эти? под заряд? Да. Это, скорее всего, для перил. Мгм. То есть, возможно, здесь должны были быть перила, как на первом форту с такими большими, идущими прям вверх ключами для крепления большой трубы водопроводной вверху. Из них они и делались. Здесь видно, что выдрали, и тут даже здесь поставить не успели, потому что имеются вот такие вот доски, иногда очень старые. Или, возможно, тут просто из них шла вода, поэтому забили кто чем. Но, скорее всего, это именно выемки под перила. У Грейс основание, вершина, вот тут находится ров где-то между вершиной и основанием данной горы. Вот именно к этой части сейчас мы будем идти. Советские военные, скалывая данную плитку и вообще фрагменты этого пола, в том числе здесь же нарушали систему дренажа. Поэтому вода в этих местах не всегда уходила в нужные отверстия, в нужные места. И, к примеру, еще, не ошибаюсь, в годы, возможно, 90-е, нулевые, вон там внизу ранее была вода. Потом мы от нее следы дальше увидим. Так как сейчас мы шли под горой, под скалой на очень большой глубине, вот данный фрагмент паттерны был сделан из блоков, заранее сделанных из бетона. Они называются бетонитами. В этом месте они заканчиваются и начинается уже часть, идущая под дном рва, она уже была залита из бетона. То есть работы подземные, которые проходят именно в сделанной в скале выработки, они делаются из бетонных блоков, а работы уже на земле, которые можно провести, делаются уже в открытую из бетона, который заливается в форму. Кроме этого, заметьте, появляется ниша. То есть здесь снова же можно было уже опалубку использовать. И вот здесь, обращаю ваше внимание, на две стены, справа-слева от вас. Вот на этот вот черный след внизу. Это раньше здесь находился уровень, стоящий здесь водички. Вот здесь. Что уже как бы мне практически по голову. Он затоплен был. Да. Потом очистили, вода ушла чуть ниже. Или, возможно, это просто было из очень сильных наводнений, паводков и слабой пропускной способности данной канализации, данной системы дренажа. Вон там находится под данной крышкой вода уже. И ниша была сделана для обслуживания данной системы. Сейчас мы идем под дном рва, под нижней точкой. Находится над нами улица, и мы здесь, прямо здесь, переходим в нижний этаж кофра. По-французски кофр, само слово, обозначает вещевой сундук или ящик. Такие большие квадратные ящики — это именно кофры для хранения музыкальных инструментов, шляп, допустим, красивых, больших. Тоже кофр, только это уже было сделано для стрельбы из него. Пока вот в этом месте давайте запомним данную маленькую выемку, данную маленькую комнату и вот ту трубу, которая находится вон там внизу. Запомним, потом мы тоже будем это использовать. Внимательно под ноги. И пройдем на нижний этаж самого кофра. Находится у вас за спиной одна из его частей. Это нижний этаж, где должны были складироваться части боеприпасов. Здесь же находились специальные агрегаты для нагнетания воздуха. И там находится схожее место. Очень маленькое, но схожее место. Всего на этом порту 4 штуки. 2 находятся на огневой позиции, одно здесь, и последнее, 4-е, в блоке силовой станции кухни.
Вот. Здесь же давайте очень быстро вспомним, что мы до этого видели с вами, вон в той маленькой выемке сбоку от нас. Это была комната для расположения в ней специального вентилятора. Он должен был гнать свежий воздух через трубу, это ее выход здесь. Должна она была идти через крышу и после этого вот сюда. И дальше заметьте. Труба должна была делиться на разные сегменты. То есть должен был идти свежий воздух вот сюда наверх. Раз, два, три, четыре, пять. И вот там шестой проход, идущий наверх. Все это было сделано для поддувки свежего воздуха на верхний этаж. Он же боевой. Там стреляют, там образуется пороховой газ, чтобы там люди от него, понятное дело, не задохнулись. Нужно было его оттуда выдувать. Это была именно система принудительной вентиляции. На форт номер 1 по документам однажды поставили для экспериментов такие два нагнетающих свежий воздух вентилятора типа Сирока. Однако вот пока неизвестно, что именно закончилось, то есть как они именно там себя показали. Выемки для боезапаса, для орудий здесь должны были находиться. Это вот такой вид нижнего этажа кофра. Для системы вентиляции, для хранения боезапаса и для отдыха состава личного. Кроме этого, если кофры будут копаться, заранее были сделаны, как я уже говорил, контрминные галереи. Перевести, если на более простой язык, для того, чтобы не было подкопа, заранее сделанные галереи. Наверное, все слышали выражение «тихая сапа» или там «тихая сапа», по-разному говорят просто. Вот именно проходы, чтобы можно было именно из них копать проходы одноразовые противнику. Все они похожи на перевернутое яйцо. Почему? Чтобы можно было выдерживать статичное горное давление, чтобы на данный проход не раздавило. Учитывая, что должны еще вверху были рваться боеприпасы при стрельбе по данному форту. И кроме этого, при работе вон там, при создании там же взрывов, с целью обрушения прохода для противника. Из них копаются проходы одноразовые, чтобы можно было выйти к противнику под землей, заложить там взрывчатку, отойти и взорвать данный проход, чтобы он полностью вниз обвалился. Это вот именно часть данных контрмин. Кроме даже этого, тут были сделаны даже вот в этих контрминах выемки под противооткольную одежду на очень маленькой глубине. Нижняя часть стен была сделана из камня для того, чтобы работы были упрощены. Верхняя часть уже делалась из бетона и из блоков из бетона, из бетонитов. Туда мы не пойдем, так там очень веселый спуск, но в общем-то, я думаю, вы здесь видите хорошо. Мы бывали в таких. Хорошо. Дверь настоящая, со следами, правда, легкого усиления современного здесь. Сквозняк еще один. И хорошо видно, что здесь тоже была реставрация, потому что данному форту очень сильно досталось от эксплуатации в советское время. Здесь, скорее всего, просто была сделана часть прохода сквозная, чтобы снова же можно было здесь хранить часть боезапаса. А на улице во рву в очень удобном месте сделали стрельбище. Поэтому стены данного форта очень сильно, не данного форта, а данного кофра очень сильно в свое время пострадали. Есть фотографии в интернете, что нижняя часть стен, вот здесь хорошо видны следы от реставрации, они были кирпичные. Вот даже тут хорошо видно вот части от утраченного в этом месте бетона. Это была фотография японская, сделанная в период с 18 по 22 год, то есть во время интервенции. Это его внешний вид, все голое с линии фронта. И часть рва. Вот там находится выше нас огневая позиция. Мы с ней только что пришли. Две части рва. Называется данный ров напольным. Он находится около линии фронта. Стенки около кофра были сделаны из камня. Хорошо это видно и здесь, и здесь. Одна из стен прямая, другая была сделана в виде полубашен. Скорее всего, для того, чтобы данная конструкция была очень прочной. А вверху, уже знакомый вам, водоотбойный козырек. До примерно вот этого уровня, до этого уровня он новый, а вот с этого и до конца уже настоящий. То есть здесь его не меняли. Круглые выемки называются у нас амбразура, медных пушек и пулеметов. Самый крайний к входу для пулемета, его же можно было заменить ночью или в непогоду для освещения прожектором. Все остальные крайние для пушек, для стрельбы по этому рву картечью. Кроме этого, сбоку две нижние для пушек, верхние снова же для пулемета прожектором. И выемки, вот такие вот круглые,
двойные по бокам от проходов для печей. Для совершения здесь же таинства в время до боя, после боя, до учения, после учения находится около проходов киотная ниша для иконы. Верхний этаж, боевое отделение. По бокам находятся печи, здесь выемки, те самые полубашни, для того, чтобы здесь можно было оборудовать удобные позиции для стрельбы пулемета и орудий на 57 мм системы Норденфельда. Здесь, здесь и вот здесь. Выемка внизу, вот такая большая, длинная, для того, чтобы можно было к полу. Пол бетонный, современный, здесь его снова же залили. Должна была быть на полу большая выемка, прямоугольная, для деревянного пола, клети, чтобы можно было к этой клетке прицепить пушку, поставить наверх, она не имела отката, поэтому должна была крепиться к полу намертво, на деревянный пол. И должна она была своим стволом вот туда вот смотреть. И вот расчет стреляет из пушки, картечь сечет всех во рву, тех, кто в него спускается, а затем сюда нагнетается свежий воздух для отвода на улицу через эти же отверстия, через амбразуры порохового газа на улицу. Все было сделано именно так. То есть эти все выемки были сделаны именно для поддува свежего воздуха. Такие же должны были быть раньше маленькие прямоугольные в полу, но здесь их из-за ремонта не сильно видно. Кофры, к примеру, сделаны до русско-японской войны. Допустим, они одноэтажные. Допустим, считая форт Поспелого, там на нижнем только этаже патерна, и тут же, в общем-то, у нас пошли подъемы наверх, и все. То есть из него особо сильно не покопаешь, места в нем мало, только для стрельбы из пушек, и все. Здесь такая система, она уже была продумана, и планировали так, в общем-то, здесь ее применять. И, как уже говорил, выемка для вентилятора, нагнетающего воздух именно на верхний этаж для удаления пороховых газов на улицу. Вода, которая постепенно сочится из земли сюда, вмывает кальций, вот такие вот характерные намывы, потом перерастающие уже в сталактиты. Тут и появляются. Они хорошо в этом месте обнажают границы бетонных блоков бетонитов. Вот заметьте. Раз, вниз пошел, раз, вниз пошел и так далее. То есть как будто данный проход, он из них реально был сделан, так оно и есть. Если бы можно с данного места было бы снять часть штукатурки, то данный проход был бы вот таким. Так оно и делается. 3 таких блока у нас находятся около блока силовой станции кухни. Их на улице хорошо видно около стенки, выпирающей вперед с бойницами. Из них данные проходы паттерны глубинного залегания делаются. Вот именно здесь должны были находиться солдаты. Вот те самые люди, оборонявшие данный форт, пехотинцы, минеры, саперы, артиллеристы и пулеметчики. Именно здесь. В конце хорошо видно, вон там черный проход, это проход, идущий в паттерну, и выходящий после этого вверху в тыльном выходе. Там же можно вдали зайти направо и пройти на правый фланг огневой позиции. Данный проем тоже был полностью сделан в скале горнопроходческой техникой при помощи взрывчатки, то есть сверла делают аппараты специальные. Теперь в скале маленькие выемки, они вставляются взрывчатка, подрывается, рабочие посменно выбивают кувалдами данный грунт, и появляется вот такой проход очень грубый дальше идущий, прямо под скалой. Чтобы вниз он не обрушился, нужно было чем-то его укрепить. Сначала это были деревянные крепи, упирающие данный проход. После этого уже его обделали блоками из бетона. Вот похожий траверс вниз. И паттерны, уходящие вверх, до длинного выхода. По ней тоже можно пройти. Внизу хорошо, но советское уже усиление, раньше на рельсы, тоже можно было катать тележки с боезапасом. Левый фланг, центральная часть, там правый фланг. А находится с другой стороны уже горжа, то есть тыльная часть данного форта. Данная большая секция предназначалась для проживания здесь чинов нижних, то есть для рядовых.
для нижнего, господи, она должна была быть предназначена для нижних чинов. Стенка, разделяющая данный проход, разделяет, вон там находится, в том месте, находится уже для чинов высших, то есть для командного состава, для офицеров. Другая часть этой казармы. Все, что здесь сохранилось, возможно, из реквизита предыдущего арендатора или вот сохранение здесь чего-то советскими военными, находится именно здесь. Старые каски, лампы, неработающие радио и корпусы от авиабомб. Все здесь. Шахта, которая должна была поднять людей, здешних защитников, на главный броневой пост наблюдения, находится именно вверху данной шахты. Наверх не пойдем. Можно будет потом подняться на вершину собственно, лично, ножками, справа, слева, тут куда угодно можно будет пойти и заснять вершину и портал бетонный, который находится наверху. Здесь находится прямо перед нами вот следующая конструкция. Вот такая. Сейчас мы находимся внизу. Заметьте, вот видите, такая часть лестницы, такая как будто полувинтовая. Это она же здесь находится, вот тут. Или же здесь. И дальше пошли марши. Первый, вот он, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. 6 маршей, мы находимся уже на улице, на верхнем этаже. Сбоку располагается броневой пост главный, там должен был находиться большой бронекупол, чтобы под ним могли быть 2-3 человека с телефоном. И данные, поставляющие после этого вот сюда, в малую часть казармы, для сообщения свежей информации о противнике. И напоследок здесь же обращу ваше внимание. Металл, он уже новый, но красивый с другой стороны. Под этим первым маршем должны были находиться в числе множественном или единственном некие агрегаты для нагнетания гретой, то есть теплой воды по данным двум сегментам этого фрагмента форта. То есть опять-таки здесь труб печных нет, да и в том числе печей. Поэтому здесь, под данным маршем, я не знаю, будет неудобно вам пройти туда, но я сейчас подсвечу, вот так. Здесь можно подуматься, упасть, вот тут. Находится довольно небольшая выемка, где можно было вполне себе смонтировать, поставить некий агрегат для нагнетания воды по двум частям данной казармы. То есть в одной стенке есть раз труба, там вот есть другая труба, вот в этой маленькой выемке варочки. И такие же две есть у вас за спиной. Здесь и здесь. И там 2 штуки, тут 2 штуки. Скорее всего, где-то на уровне, возможно, шеи, головы должна была идти труба по всем этим проходам, чтобы можно было гретую воду здесь же гонять, и кроме этого, чтобы она отапливала данное помещение. И должен был данный агрегат именно работать, скорее всего, от электричества. Скорее всего, выемки по трубы, это вот в этом месте, здесь, они потом были закрыты, можно, советскими военными, и может при реставрации данного сооружения уже в наше время. Здесь должен был быть телефонный коммутатор, станция связи, места для проживания офицеров и их же канцелярия. Сам размер указывает на то, что здесь должны были быть какие-то обособленные функции от большей части. Что касается судьбы этого форта и крепости вообще. В 20-е годы здесь есть 2 версии. С крепостью произошло следующее. Первое, что по мирному соглашению с Японской империей, это было в 1923 году, крепость упразднили, чтобы уже здесь не было войны, чтобы Японская империя больше здесь войны хотя бы на пару лет не начинала. Однако есть и другая версия, что после гражданской войны, революций, после интервенции в стране просто не было средств для продолжения стройки данной крепости. Как я уже говорил, большие объекты крепости, форта, они были закончены примерно на 2/3, не полностью. Поэтому комиссия по учету воинского имущества, которая здесь была, она сказала, что крепость очень хорошо построена, что качество ее просто превышает все ожидания, и что можно было в будущее время также ее использовать при боевых действиях. Но другое дело, что до конца она не достроена.
Кроме этого, в ходе войны появилось у нас газовое оружие, авиация к ним. Также крепость не была готова, она была сделана по задумкам до начала боевых действий в Европе, до мировой войны. Посему данных нововведений пока еще здесь не было. Нужно было к ним тоже готовиться. А средств на продолжение стройки, на модернизацию у армии 5-й здесь не было, поэтому сооружение также забросили. Один факт, что в 20-е годы в итоге все сооружения были брошены, и только лишь с началом боевых действий на КВЖД, начало усилений столкновений на границе с Китаем, там была Япония, насколько вы знаете, к крепости в 30-е годы снова советские военные возвращаются, то есть данные снова же объекты используются, но они используются под текущие военные нужды в плане. Пороховые погреба большие все еще такую функцию выполняют, а форты, по сути, это пустующие очень большие места, где что-то нужно было сделать. Поэтому часть из них была переоборудована под текущие военные нужды. Это были подземные склады для боезапаса, это были части ПВО, это были запасные командные пункты, то есть очень большие подземные, по сути, убежища. Форт номер, если не ошибаюсь, 4 переделали под огромную станцию связи. Там раньше были большие вышки для связи с другими регионами России, соседними. Если не ошибаюсь, то на форту номер 2 располагалась часть Тихоокеанского флота, командный пункт, из которого как раз во время советско-японской войны 1945 года уходили распоряжения на линию фронта в современный Китай, в Манчжурию, где проводились в том числе боевые действия. То есть сооружениям дали вторую жизнь, чтобы можно было также их в итоге использовать. И крепость, в общем-то, уже в советское время она была заменена новой линией обороны. Все, наверное, знают батарею Ворошиловскую. То есть вот именно в это время она и создается в 30-е годы на замену крепости, которая к этому времени уже устарела. И по этой причине, в общем-то, крепость в 20-е годы она уже свое существование заканчивает. И в наше время, после эксплуатации военными, хотя помню, что форты некоторые все еще ими используются, она постепенно музеифицируется. Не вся, к сожалению, но лишь вот отчасти, но хотя бы именно так. Поэтому на форт номер 7, форт номер 1, Поспелово, 11, 12, у нас вот проводятся там экскурсии, разные программы, нам тоже можно попасть. На территории данного очень большого строительного участка в прошлом веке, это был 13-й год, прошла церемония закладки новой линии обороны. Где-то здесь, на этом участке, специальная ниша, которая была сделана для церемонии, заложили в нее специальную табличку серебряную. Были песнопения, соответственно, по этому поводу, и после этого к этой табличке в нишу эту вы им кидали, согласно своему достатку, разные люди, высокие чины золотые рубли, нижние чины серебряные. И затем эту нишу заделали бетоном, заложили блоками бетонными и забетонировали, чтобы никто туда эту доску, в общем-то, не взял. Пока бетон не взялся, около этого места караулил часовой, чтобы уже все было уж точно хорошо. И самое главное, что по прошествии 105 лет с даты стройки данного форта никто не знает, где именно была эта церемония. То есть где-то здесь все еще есть маленькое сокровище, где именно пока никто не знает. С другой стороны, слава Богу, потому что здесь, в общем-то, нужно, чтобы все было на своих же местах, поэтому вот стараемся, чтобы форт все еще был на своем месте, никуда, в общем-то, не уходил, чтобы, в общем-то, можно было поддерживать его для будущих поколений, на что мы дальше, в общем-то, и надеемся.